Недавно у Биби вышел новый альбом, который называется Life is a Bitch, с главным треком Bad, Sad and Mad, и к нему она выпустила клип. Я взяла две сцены из клипа и нарисовала их в двух разных техниках — акварель и темпера. Я уже подготовила свои материалы. Первое, что нужно сделать, это открыть скетчбук, нарисовать скетч, и потом уже начинать транзишн. Момент из клипа, который я буду перерисовывать первым, это близкий план на саму Биби и скульптуру рядом с ней. Это значит, что мне нужно нарисовать портрет и наметить скульптуру. При рисовании портрета я не стала заморачиваться над схожестью, так как хотела в первую очередь передать то, как я вижу эту сцену. Если вы прослушаете этот альбом, то поймете, что он про тяжелый период в жизни певицы. И по названию Life is a Bitch, конечно, понятно, что это не самые позитивные треки, но к концу прослушивания всех песен вся грусть и боль как будто отпускают в конце. С такими мыслями я рисовала эти работы и слушала альбом. Я знаю, что выглядит не очень, но доверьтесь, в конце будет нормально. Работать с красками начинаю с самых темных участков и постепенно заполняю участки посветлее. Как правило, для гармоничного сочетания цветов, если светлые участки написаны в теплых оттенках, то тени будут в холодных. При работе с темперными красками нужно помнить о том, что цвет на палитре выглядит намного светлее, чем он будет выглядеть на бумаге. Если мы присмотримся к фотографии, то можем увидеть, что белок глаз и зубы совсем не белого цвета. Часто они отражают цвет кожи и окружения, поэтому для глаз я использую те же цвета, что и для кожи, но немного добавляю белил. После того, как основная часть готова, я приступаю к прорисовке деталей – глаз. И финишные штрихи – блики. При рисовании белой скульптуры я также старалась максимально приблизить тона к тону кожи Биби, поэтому смешивала цвета как для темных участков ее лица и белков глаза. Сейчас пока на этом все. Может быть, я к нему вернусь закончить. Но думаю, пока. Я забыла губную штуку. Вот сейчас уже нормально. Вот такое у меня видение данной сцены из клипа. Переходим к следующей. Transition. У меня есть два скетчбука. Один cold press и другой hot press. Думаю, какой теперь взять. Дарья, какой взять? Какой взять? Такой или такой? Такой? Хорошо. При рисовании акварелью бумага идет волной, поэтому ее натягивают на планшет или клеют скотчем. Я решила обойтись бумажным скотчем, но на самом деле этого недостаточно для сохранения ровной поверхности. Рекомендуется все же натягивать бумагу или подготовить лист, предварительно намочив и приклеив специальным скотчем. Для данной сцены мне снова нужно нарисовать портрет крупным планом. Для этого я компоную изображение на бумаге, затем перехожу к детализации.
Прежде чем начать работу с акварелью, я использую художественный жидкий латекс, drawing gum или masking fluid. Он нужен для того, чтобы при рисовании краска не ложилась на те участки, которые вы хотите оставить белыми, или позже написать другим цветом. Первым делом я заливаю все одним цветом, это будет подтоном. В зависимости от того, что вы рисуете, это может быть и фиолетовый, и просто зеленый, и даже голубой. Заливаю основные участки фона, затем перехожу к заполнению темных участков лица и головы. Вместо черного я смешиваю коричневый, фиолетовый и синий, так как черный он очень темный и будет слишком выделяться. После работы с акварелью я удаляю латекс и дорабатываю детали гуашью. Моя версия вышла намного светлее, но в целом я довольна. Tradition. На этом все. Надеюсь, вам понравилось видео. Обязательно послушайте альбом Биби и напишите в комментариях, какие клипы мне еще перерисовать и в каких техниках.